Всем привет, с вами Дэн. И слушайте, вау, это очень мило. Это прям классно. Я, честно говоря, даже растрогался, когда это все открывал. Это действительно выглядит как нечто такое вот возвращающее в детство. Но упаковка у этих часов Хвилина выполнена в виде батлейки. Это белорусский кукольный театр. Ну, это, конечно, прям впечатляет. Ой, какая красота. Ну, сейчас давайте по порядку про все с вами и поговорим. Я вам, конечно, уже показывал некоторые творения Хвилина, и каждая модель, это уж поверьте, всегда концептуальный подход, это история, ее реализация и невероятное внимание к деталям. Если вдруг кто не знает, то Хвилина — это белорусский бренд, который занимается созданием лимитированных линеек наручных часов, и, как я уже сказал, у каждой коллекции своя легенда, своя история, она вдохновляется либо искусством, либо каким-то событием важным в истории Беларуси или в целом истории Европы. И сегодня коллекция Star Chronicle, да, звездные хроники, которые эта коллекция вдохновлялась мифами и легендами Беларуси о Луне и Солнце, а также представлениями предков о небесной механике. И в серии представлены, как вы понимаете, мужские механические часы и женские в кварцевой версии. Знаете, тут, мне кажется, прям сразу даже уже продумали, потому что девушки обычно все-таки больше предпочитают кварц, потому что не нужно с ним заморачиваться, а мужчины больше любят механику. И вот Хвилина сразу сделала все правильно. И эта коллекция, кстати говоря, уже успела получить золотую награду на международном конкурсе дизайна Muse Design Awards 2024 года в США. И уже, кстати, не первая их линейка получила такую награду. Ну, давайте знакомиться, давайте смотреть на эти две модели. У меня, как вы понимаете, справа женская версия, она чуть поменьше, а слева мужская версия, она чуть побольше. Так, у нас здесь заглушечка стоит для кварца. Давайте мы с вами кварц аккуратненько и запустим. А теперь мы с вами уже запустим и механику. Здесь есть ротор, автоподзавод, так что все быстренько должно пойти. Так, у нас здесь завинчивается заводная головка. Чуть-чуть подзаведем и поехали. Ой, красота, ой, красота. Сейчас много о чем нам с вами предстоит поговорить. Ну, в качестве визуального образа здесь Луна и Солнце. И у каждой модели часов справа идет Солнце, слева идет Луна. И там же индикация фаз Луны. И здесь вот вам эта стилизация что-нибудь напоминает? Я когда первый раз увидел рендеры, сразу подумал, да, здесь действительно вот что-то есть от башенных часов в Восточной Европе, там в той же Праге. Здесь в качестве вот этого образа Луны и Солнца Хвилина взяла стилизацию такую, сделала изображение оригинального герба Франциска Скорина 16 века, фигура, которая стала синонимом восточноевропейского книгоиздания. И как раз таки, если мы говорим про сам циферблат, то как раз он и представляет собой вот тот самый небосклон, да, на котором расположена Луна и Солнце. И они выполнены как раз вот в таком средневековом стиле, да, средневековой стилистике. Она здесь очень хорошо, очень четко прослеживается. Вот прям даже, вы знаете, мотивы эти хорошо совпадают. Мне прям нравится. Крупные стрелочки, вот такой вот специфической достаточной формы. Звездное небо, насыщенные циферблаты, и мужская версия, и женская версия. Кстати, там несколько разных цветов, я картиночку обязательно покажу, посмотрите, и, возможно, какая-то модель вам понравится больше, чем те, которые я показываю на обзоре. И, знаете, Хвилина любит некоторые такие фишечки делать. В общем, там будет такая фишка, поскольку коллекция лимитированная, 1% моделей изготовлен с уникальной печатью на календарном диске. Это изображение располагается вместо одного из чисел даты и тесно связано с темой коллекции. Какой конкретный день будет, какая конкретно модель, никто не знает, да, ну, по крайней мере, тайно, да, до последнего момента. Кто-то из покупателей получит часы именно с такой вот фишечкой, это станет своеобразным
раритетом. Хвелина надеется, что кто-то в соцсетях потом поделится, да, вот именно этой моделью. И для женской, и для мужской модели изображения будут различаться. Вот, специально их купить нельзя будет, их можно будет только случайно получить. Ну, слушайте, раз уж я про это вам говорю, а что бы мне не попробовать, да, что бы мне не попробовать, давайте. Опа. Так, передвинем мы стрелочки вниз и попробуем диск даты провернуть. Вдруг мне, а? Так. Пока нет. Интересно. Ну, я так понимаю, что на женских точно нет. Так, кручу, верчу, второй раз хочу. Но здесь нет. На мужских, кстати, у мужских заводная головка завинчивается. И об этом мы отдельно поговорим, про характеристики. Как видите, стрелки тоже различаются, потому что у мужских они скелетонированные, на женских, по крайней мере, в этой версии, которую я показываю, нет. Так, я уже переключать пошел день недели. А нам надо с вами дату. Потому что мы выискиваем, вдруг у меня картиночка есть. Ну, вроде нет. С какой цифры начинал, честно говоря, уже забыл, но... Нет. Ладно, картиночки нет, ну что ж теперь поделать, ничего страшного. Так, и, кстати, раз уж мы про характеристики заговорили, давайте сразу пройдемся, значит, по мужским часам. Здесь внутри стоит японский механизм премиальный, кстати говоря, Miyota 9122, 26 камней, и посмотрите, здесь Хвелина сделала кастомный ротор как раз вот в стиле этого самого кукольного театра. Вот это классно, слушайте, молодцы, красотулечку прям. Ой, красиво, как с этим ротором. Так, тут у меня наклеечка, да? Раз, сняли и посмотрели. Да, это классно. Красиво, молодцы. Ну и Miyota приятно отделан. Так вот, корпус сталь, сапфировое стекло спереди, сапфировое стекло сзади, водозащита 100 метров, именно поэтому здесь заводная головка и завинчивается. Ну, а что касается женской модели, то здесь кварцевый механизм тоже Miyota JP21, запас хода 36 месяцев на одном элементе питания. И здесь тоже есть календарные диски, которые отражают число и день недели. Соответственно, здесь у нас, как вы понимаете, день недели, да, здесь у нас число. Ну и что касается субциферблата справа у отметки 3 часа, то здесь индикация 24 часа. Секунды, минуты и часы у нас в центре. Стекло также сапфировое, корпус из нержавеющей стали, в данном случае с покрытием, водозащита в женских несколько меньше, 50 метров. И сзади, понятное дело, что здесь кварц, но здесь уже гравировка. Гравировка это как раз в виде стилизации оригинального герба Франциско Скорины 16 века. Ну и что касается мужских часов, то здесь часы, минуты, секунды по центру. С правой части у отметки 3 часа у нас здесь индикация месяца. То есть у нас есть дата, месяц и день недели. Это индикация у отметки 9 часов. То есть вот такой вот здесь достаточно, точнее не достаточно, а здесь полный календарь. Ну, функционал побольше, да, на мужских часах. Ну и что касается того, какая это лимитка, 500 штук каждых часов, то есть и женских, и мужских по 500 штук каждой модели. Что касается мужских, то стоимость в рублях 52 300, женских моделей 24 000 рублей. И если вы берете сразу обе модели вот в этой прекрасной упаковке в виде батлейки, то специальная цена 64 490 рублей. Слушайте, ну, да, мужские, получается, в 2 раза дороже примерно, да, и здесь механика, здесь намного более сложная. Мне кажется, по цене как раз-таки адекватно и одни, и вторые, а вместе так это вообще просто превосходно. Но мы с вами сейчас будем более детально смотреть на циферблаты, на часы и рассказывать про свои впечатления. Про характеристики нужно все-таки, наверное, завершить момент, да, я думаю, размерами. Значит, женский 38, высота. Здесь стекло чуть-чуть выпуклое, 11,6. По ремешку размер 18. От ушка до ушка 43,6. Ну, небольшие, аккуратные женские часы. Мне кажется, неплохо. Не супер маленькие, не супер большие. Такие прям вот срединный размер. Ну, с учетом того, что циферблат насыщенный, мне кажется, для девушек будет окей. Девушки, обязательно напишите в своих комментариях, как вам размеры и как вам в целом эти часы. Ну, а теперь идем к мужским. Здесь тоже насыщенная индикация, много всего, достаточно крупный циферблат, 42,5 я намерил,
Высота, с учетом того, что стекло тоже чуть выпуклое, 12,9 получается. По ремешку 22, вполне стандартный ремень, можно будет покупать сторонний. И от ушка до ушка 48,9. Ну, часы неплохого размера, с учетом того, что они прям насыщены индикацией. Мое запястье 18,5. Вот так вот получается, очень аккуратно они лежат на запястье. Невысокие, хорошие. Читаемость за счет того, что размер все-таки приличный, будет лучше, я думаю. Но мы сейчас с этим опять же разберемся и поговорим. Неплохо. Ну и такие часы не должны быть маленькие. Слушайте, они прям вот, да, они показывают, что здесь что-то такое интересное на циферблате. Здесь много всего. И, слушайте, сейчас вот прям попробовал, очень нравится ремешок. Мягкий такой, удобный. Здесь чуть-чуть утолщение у ушек, а здесь он такой поуже. И синий тона на циферблате, синий ремешок, матовый, не перетягивает на себя внимание, нет ничего такого излишнего, потому что циферблат сам по себе яркий. Классный ремень, слушайте, ремень хорош. Есть система быстрой замены, есть красота, да, здесь под задней крышки и застежка бабочка. Ну, здесь прям все хорошо, ребята, прям, ремешок мне понравился. Давайте про женский коротенько тоже посмотрим. Да, он такого же класса, только чуть поменьше, естественно, и поуже, покороче. Прострочка в тон тоже не привлекает на себя внимания, супер, хорошо. Кстати, они разной тональности, здесь синий, такой синий, здесь синий, сероватый в цвет морской волны. Тоже застежка идет бабочка, здесь она с золотистым покрытием, а на мужских стальная версия уже, конечно же, без покрытия. То есть эти моменты все продуманы. Ну, давайте по женским, наверное, пройдемся в первую очередь. Значит, здесь, как видите, такие желтые акценты, звездное небо с желтой, с золотистой, с синим, всегда беспроигрышная ситуация. Эффект солнечных лучей на циферблате есть, окошко даты очень аккуратно вписано, и вот эти два таких глаза, да, у нас получается Луна и Солнце. Давайте стрелочку передвину, чтобы Солнце было чуть лучше видно. Объемные, рельефные, глубина здесь чувствуется, и читаемость на женской версии просто потрясающая, потому что здесь такой вот оттенок, он серебристо-персиковый, я бы сказал, если правильно говорю, да, девушки, поправьте. Но мне нравится, слушайте, он хорошо сочетается, он такой мягкий, сочный, очень теплый. Такие осенние, я бы сказал, часы прямо вот сейчас, да, прямо сейчас носить, они будут согревать явно будут согревать запястье. Нравится этот момент, аккуратно здесь, кстати, окошко даты тоже вот вписано, да, здесь Луна, индикации все, классно. И читаемость прям хороша. Объемными кажутся стрелки с зеркальной полировкой. И в целом корпус тоже с зеркальной полировкой полностью. Он такой немножко сужается вниз. В стилистике, я бы сказал, Ориса где-то, да, Орис любит такие корпуса, когда они немножко сужаются вниз, аккуратно и хорошо притягивает внимание. Но опять же мы говорим немножко, да, о кукольном театре, немножко о сказке, немножко об истории, немножко о европейских, ну, как мне кажется, башенных часах, и поэтому такая яркость здесь, акценты, они прям в тему идут, ну, особенно в женской версии часов. Мне нравится, женская версия прям супер. Давайте к мужской. Давайте к мужской. Здесь корпус стальной, тоже немножко сужается к нижней части. Аккуратная, кстати, плоская такая заводная головка, небольшая, с хорошим хватом, такая рифлененькая. Тоже полностью зеркальная полировка по всей части корпуса. Ушки. Опять же, да, корпус похож на корпуса, которые любили использовать в 2000-х годах, в 10-х годах. Сейчас таких уж мало производят. И немножко жаль, потому что иногда хочется чего-то, вот знаете, чего-то уже необычного по нашим временам. Мне нравится это решение. Не длинные ушки, но не короткие и не узкие. И хорошо сочетается с достаточно таким широкеньким здесь рантом. Вот, по крайней мере, в этой мужской версии есть внешнее кольцо, здесь римская разметка, да, уже идет по циферблату. Кстати, такая, ну, солидная, строгая, я бы сказал. Окошко даты чуть выше находится, чем в женских. Ну, понятно, да, здесь и корпус крупнее. Она тоже аккуратно вписана, аккуратно идет обрамление. И тоже здесь получается такое звездное небо. Звездное небо уже идет с синим оттенком. Этот диск обрамляется такой серебристой здесь окантовочкой. И он как будто бы, может быть, это и на самом деле, но мне кажется, что да, он чуть выше, чем вот это серебристое кольцо снаружи. Дальше идет два манежа, два субциферблата и логотип Хвилин, его отметки 12 часов.
насыщенный циферблат, вот это звезды здесь есть, и, очевидно, выбрали скелетонированной стрелкой, чтобы лучше считывались показания субциферблатов, но понятное дело, что под определенным ракурсом, с учетом того, что здесь синий циферблат и скелетонированные стрелки, и они с зеркальной полировкой такой, да, стальные, здесь читаемостью, конечно, похуже, чем на женской версии. Возможно, это именно конкретно вот такое сочетание, да, синий с блестящим, да, стрелками плюс скелетон. Да, можно было, наверное, здесь сделать без скелетонирования стрелки, но мне кажется, тогда бы они немножко закрыли красоту циферблата, и все-таки в этих часах читаемость, она все-таки немножко уходит на задний план. Вы не поймите меня неправильно, я не против читаемости, но иногда бывает так, что у вас часы история, часы идея, часы вот реализация этой идеи. И здесь немножко, как мне кажется, в Хвилине решили дизайнеры, что ну давайте хорошо немножко вот читаемость чуть-чуть сдвинем, да, ее важность, и больше покажем вот эти эмоции и эту реализацию идеи на часах. Если вам нужны идеально читаемые часы, то это не про эту модель, не про эту конкретную версию, но если вы вот больше за некую идею на запястье, я думаю, что вы научитесь, как правильно считывать время на этих часах. Фронтально, когда яркий свет на них светит, конечно, не видно стрелок, а вот с боковой частью, да, там и с естественным светом все будет получше уж. Поверьте мне. Но, естественно, читаемость это не конек этих часов. Я думаю, об этом хватит уже говорить, уже пару минут об этом говорю, это уже даже лишнее. Хороший циферблат, красиво сделано, внимание к деталям просто мельчайшее. Мы, конечно, сейчас с вами все в макро посмотрим, но, знаете, впечатляет. Сделано круто, механизм насыщенный, блин, Короче, давайте еще из такого прозаичного сделаем взвешивание. Мужские у нас на ремешочке, да, получается 102 грамм. Женские, сколько там, грамм 80, да? 65. Ну, для девушек прям очень хорошо. Они практически невесомые. А теперь пора макро смотреть. Ой, как красиво-то. Смотрите, какое сочетание цветов, солнечные лучи, внимание к деталям, мельчайшие детали. Все прям идеально исполнено. Ну, Хвилина, как всегда, постаралась. А в этой модели так уж и подавно, потому что здесь... Ну, очень-очень насыщенный циферблат. Круто, вау, мне прям зашло. Это здорово. Реализовано на 5 баллов. Так, теперь мужская версия. Здесь тоже много индикаций, много всего. Вот оно, тут еще и круговое сатинирование по внешнему радиусу идет. Зеркальная полировочка. В плане отделки все потрясающе. Детали, все сделано просто супер, круто. Вот она кнопочка, которая отвечает за настройку месяца. Ну и под задней крышкой у нас здесь прям красиво посмотреть. В кои-то веки базовый механизм прям приятно смотреть. Но здесь и Миота с отделочкой, и еще и ротор, конечно, просто впечатляющий. Что скажу по итогам? Ну, я давний фанат Хвилина, мне нравится, как развивается этот бренд, мне нравится все, что они делают. Все это всегда концепция, всегда интересно, и даже если ты, может быть, не фанат какой-то конкретной истории, но ты понимаешь, что вложено огромное количество сил и реализовано всегда на 5 баллов. Ну и награды сами за себя говорят. Вот эта линейка, она прям дальнейшее развитие творчества Хвилины. И знаете, здесь все вот от мельчайших деталей, от истории до упаковки, это просто вот прям постарались. Знаете, сделали красиво, сделали классно. Да, конечно, не каждому понравятся эти часы, не каждый захочет их иметь в своей коллекции, носить и так далее, потому что это конкретная одна вот уникальная история для конкретных людей, для конкретной ниши. Это здорово. Все правильно делают, характеристики на высоте, цены просто супер, особенно с учетом вот вообще в целом современных цен на часы. Да, здесь у нас и Миота, и исполнение, и особенно на комплект, это ну, вот круто, да. Ой, слушайте, я в восторге, я впечатлен, вот на картинках, на рендерах тоже все было интересно, вкусно, но вот когда вживую это все смотришь, это прям попал в сказку, и здорово иметь такую вот сказку на запястье. На этом у меня все. Пишите, как вам эта модель. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.